Так, парни, у нас задача важная и основная. На заднем фоне вы сейчас можете видеть наш башенный кран. Реальность оказалась совершенно другой. Вы когда-нибудь видели свое отражение в бетоне? Ребят, всем привет! Сейчас у меня на лице улыбка, а еще 8 месяцев назад у меня был на лице вопрос. Как же нам увеличить сроки и не подвести наших инвесторов? Все дело в том, что мы амбициозно подошли к строительству на рынке Бали и думали, что нам будет достаточно просто технического персонала, небольшого, но очень профессионального. Реальность оказалась совершенно другой. Мы столкнулись с тотальным незнанием строительных процессов у местных подрядчиков, с тотальным низким качеством и с обманом. Также добавим сюда обновление юридических и строительных норм на Бали. А компания Антагрупп всегда работает в рамках закона в любой юрисдикции. Что из этого вышло и как выглядит сейчас строительство нашего проекта Анта Чангу на Бали, смотрите далее. Так, парни, у нас задача важная и основная. Нам необходимо сократить сроки ожидания инвесторов и увеличить темпы строительства. При этом не забывайте, что мы находимся с вами на Бали, и нам здесь пытаются продать не очень качество, а мы все с вами умеем строить в Европе или в международном девелопменте, поэтому нам нужно соблюсти достаточно хорошие нормы и качества по срокам и по строительству, и по нормативам. Какие могут быть решения, как вы думаете, что мы можем сделать? Леш. На сегодняшний момент в рамках разработки проекта организации строительства было принято решение по установке башенного крана с охватом стрелы 70 метров, дабы перекрыть полностью всю площадку строительства и ускорить монтаж опалубки и прочих элементов. Окей, хорошо. А что мы думаем по людям? Алексей, как ты думаешь? Ну, во-первых, есть возможность привлечь дополнительные бригады. Для этого нужно расширить строительный городок, это первое, да? Плюс как бы улучшить взаимодействие с новыми людьми, привлечая нового специалиста ИТР, проработки линейного. Плюс надо усилить службу заказчика, привлечь инженера отдела капитального строительства и инженера сметно-договорного отдела для того, чтобы улучшить взаимодействие и приемку работы со стороны подрядчика. Да, также работал с проектировщиком. А что думаешь по поводу, возможно, третьей смены, так как у нас достаточно хорошее освещение ночью и, в принципе, решение по поводу шума мы тоже ликвидировали. Как нам в этом плане быть? Поможет нам это ускорить? Я думаю, да. То есть надо просто разработать графики по третью смену, и вот, собственно говоря, тот привлеченный дополнительный персонал, который есть, он поможет нам реализовать. Да, на следующий момент светом площадку мы полностью обеспечили, она освещена круглосуточно, и мы можем в полной мере запускать третью смену работы. Саш, как ты думаешь, что может еще нам помочь ускориться? Я думаю, если у нас уже есть площадка, где мы собираемся расставлять наш башенный кран, нужно переместить всю арматуру с этой зоны, которая у нас находится в Барак-Сити, под башенный кран. Мы здесь организуем армацех. Если у нас будет, когда у нас будет 3 смены, мы сделаем круглосуточное изготовление армокаркасов. Плюс у нас, насколько я пока понимаю, вот здесь будет площадь свободная для опалубки хранения. Будем подготавливать, монтировать опалубку для ускорения процесса. Окей, хорошо. А сколько времени нам нужно для реализации этих задач? Ну, я думаю, не более 10 минут. Хорошо, спасибо. На заднем фоне вы сейчас можете видеть наш башенный кран, о котором мы говорили ранее и планировали. Высота данного башенного крана 36,6 метров, вылет стрелы 70 метров. Максимальная грузоподъемность 60 тонн, а на вылете 60 поднимает приблизительно 2 тонны. Но чтобы его установить, это все не так же просто и было. Сначала мы разработали устройство котлована. Потом мы залили фундаментную плиту под башенный кран, выставили анкерные группы, разработали ППРК, согласовали использование нашего крана и с прилегающими территориями, и с нашими соседами. Но нам наш кран очень сильно помогает оптимизировать все наши процессы. Он у нас работает 2 смены, бесперерывно. Мы его используем как, не знаю, как маятник, туда-сюда у нас крутится.
Сколько сейчас на площадке работает людей? Антон, в среднем на площадке в день работает от 50 до 60 человек. При максимальной загрузке и выходе всех подрядчиков на работу общая численность составляет 80 человек. Окей, а что мы хотим увеличить и с чего мы начинали еще месяц назад? Сколько у нас было людей? Месяц назад у нас было на 3 человека меньше, то есть от порядка 30, от 30 до 50 в среднем выходило. Вот сейчас мы проработали, увеличили смену на 30. И есть возможность организовать третью смену и увеличить еще на 30 человек общее количество рабочих на площадке. Давай попробуем это сделать, но при этом не забудем о том, что мы все-таки не количеством берем, а качеством. Потому что чем больше индонезийских сотрудников, тем больше нужно для них, скажем так, линейных наших сотрудников, которые будут учить их делать непростые конструктивные сооружения. Хорошо? Да, нет, мы проговорили внутри команды, согласовали планы. Мы берем одного линейного ИТР, прораба, на работу в ночную смену и организации сменности. Поэтому я думаю, что эти вопросы для нас закрыты с подбором данного человека и его адаптацией в команде. Леш, привет, дай обратную связь, что сейчас происходит у нас, как в целом дела и вообще чем ты сейчас занимаешься? Вообще геодезический контроль проводится на каждом этапе строительства, начиная от разбивки зданий, грунт, опалубка, заканчивая приемкой готовой конструкции. В данный момент я провожу геодезический контроль монтажа опалубки для заливки. А дай обратную связь для инвесторов, которые, возможно, не так хорошо разбираются в стройке, как ты. Вообще для чего это нужно? Вот простыми словами. Ну, чтобы все было в проекте, чтобы ничего не наклонилось, не упало. То есть, чтобы согласно той рабочей документации, которую выдают нам непосредственно разработчики, дизайнеры, архитекторы, мы строили ровно, четко, чтобы колонны и стены были ровные, правильно? Чтобы не было никаких перекосов и так далее, да? Высокоточным прибором все до миллиметровой точности, все выверяется, монтируется. Спасибо. Это один из наших специалистов в Индонезии, мистер Гента. Я буду говорить на английском языке. Мы в целом общаемся командой на разных языках. Вот, например, Александр у нас розмовляє виключно українською мовою. Гента, он говорит на английском и на бахасе, на индонезийском. So, Genta, tell me please, what we already finished for the construction site, and if you speak about concrete work, and maybe what it's more difficult or no, and what is your experience? Okay, I will explain a little bit about this work, sir. This is the first concrete in zone 1 that we make. This will be part of the column. And from my experience, maybe 5 years I work in a construction site in Bali. Okay. This is my first experience to make a very big column like this. It's very hard to find a worker in Bali that can have a professional to make like this. But with our team in Ananta, we can make a professional and organize. All people can make work like this. This is very amazing. Yeah. Okay, thank you. So, okay, in here also we have a concrete process for our wall. We would like to start concrete process for the column in zone 3. So everything is going on schedule. We have scheduled and every time, and we made it as soon as possible, and also very well, great work in here. Thank you. Вы когда-нибудь видели свое отражение в бетоне? Ребят, такое ощущение, что вы смотрите в зеркало. На самом деле, такого качества стен и такой ровности, а это очень важно для следующего этапа строительства, например, для ребят, которые будут заниматься отделкой, инженерными сетями и так далее, чтобы можно было вот прямо на этот бетон с защитой, с гидроизоляцией, с остальными элементами защитного слоя, возможно, шумоизоляции, в зависимости от типа помещений, уже сразу же делать отделочные работы. Вот для того, чтобы так происходило, нужно сначала проинвестировать порядка 500 тысяч долларов в качественную, хорошую опалубку и не меньше денег в хорошую команду, которая может вам это реализовать. Поэтому любые процессы, связанные с качеством, они всегда ориентируются на сроки и на деньги. Имейте это в виду, и если вы выбираете объект инвестирования на Бали, всегда обращайте внимание на что строят застройщики на Бали. И не важно, как они строили до этого. Важно, как они строят именно здесь, потому что это имеет самое большое значение.
Мы практически полностью вписались в график и наверстали работы по монолитным конструкциям. Хотя, если говорить по правде, мы потеряли очень много времени на смене подрядчиков и формировании нашего собственного внутреннего подряда компании Атам. В то же время мы понимаем, что дальше мы ускоримся. На дворе май 2025 года. Как выглядит стройка прямо сейчас? Спасибо вам большое за то, что относитесь с пониманием к этому процессу. В свою очередь, в следующих видео я расскажу, какие апгрейды и улучшения совершенно бесплатно компания Anta Group сделала для вас и для нашего проекта Anta Canggu. Поэтому не забудьте подписаться на канал, чтобы быть в курсе и следить за тем, как мы вместе с вами создаем наш отель на Бали.